Итак, с Кольтом Максом мы вас познакомили, теперь мы готовы представить другой интересный проект. Это BMW, которая тоже прошла сложнейшую операцию по пересадке сердца. Предвижу очень много бадхерта, недовольных комментариев в духе «Да руки вам отбить за такие свабы, за такие сочетания, товарищи». У меня для вас кое-что есть. В предыдущем видео, когда мы говорили, что мы толком не владеем информацией по данному проекту, на самом-то деле мы немножко лукавили. Общую информацию разведка до нас донесла еще задолго до нашей поездки в Минск. И все же, разум до самого последнего момента упорно отказывался верить в реальность такого сюрреализма. Причем даже тогда, когда машина завелась, и мы услышали звучание этого монстра. Но в какой-то момент открылся капот, и сомнения наши разом улетучились. Новая история нового проекта, скажем так. Значит, изначально эта BMW была 335, полный привод, 3 литра, 2 турбины, N54 двигатель. Вот, значит, машина приехала к нам из Москвы. Для своего двигателя, ну, скажем так, для сток-трансмиссии всего показывала довольно неплохие результаты. Значит, лучшее время на сток-турбо с метанолом машина показала 11,9. Время прохождения 402 метра. Думали изначально делать проект Single Turbo на большой турбине. Но как плохо себя повела трансмиссия, поэтому мы искали разные варианты, что сделать. Ну, вот, один из наиболее, скажем так, упрощенных и более дешевых вариантов по запчастям и по всему — это интегрировать все от Lancer Evolution. Думали от GTR все, от 32-33 все ставить, но опять же, все упиралось в наличие деталей и цена деталей. Нет у нас, нету этих деталей, вот, нету их. Поэтому, возможно, если бы я жил во Владивостоке, где-нибудь рядом с Японией, возможно, здесь бы стоял РБ. Наличие тюнинговых деталей и их цена – главное, что сподвигло Макса на выбор именно такого двигателя и трансмиссии. Раскачивать родной мотор вышло бы намного дороже. Другая, не менее важная причина – это надежность деталей. Когда Макс говорит, что элементы от Mitsubishi надежнее, чем от BMW, поверьте, уж этот человек знает, о чем он говорит. Сам он один из злейших гонщиков Республики Беларусь, а в ходе доводочных испытаний он своим машинам устраивает настоящий ад. Сначала он вваливает до тех пор, пока тачка не сломается, потом все чинит, усиливает, а потом опять вваливает, пока не сломается. Цикл повторяется ровно до тех пор, пока машина не станет пуленепробиваемой. Кузов полностью не тронут, ну так как он, сами видите, он в хорошем состоянии, машина красивая, дизайн современный, решили ее сильно не мучить по внешности, ну и как хозяин Денис ее сказал, что внешне должна оставаться красивой. Ну, машина будет использоваться в гонках, но с возможностью, в принципе, ее сделать для поездок по городу ничего не мешает. Собрать салон и, пожалуйста, катайтесь. В машину установлен двигатель 4G63 Turbo от Lancer Evolution 7.8. Значит, трансмиссия, передняя раздатка, коробка, ну и сам двигатель 7, кардан 7, Lancer Evolution 7. Значит, задний редуктор пока решено оставить от BMW. Передняя подвеска, полностью весь подрамник от EVO стоит. Рулевая рейка EVO. Все ступицы 5-114. Тормоза стоят негромадные от EVO 4. Для того, чтобы можно было ставить слики. Вот, ну, все. Задние тормоза BMW, передние тормоза EVO. Кастом коллектор я сварил. Значит, турбина GTX 3582 Garrett. BMW опорные подшипники с колловерами от EVO 9. Сдружились, скажем так, хорошо. Вот. Ну, нестандартное решение радиатора, так как спереди места очень мало было. Ну, вполне ему хватает, там, тоннель. То есть для охлаждения воздуха пока достаточно. Салон просто шумкой обклеен. Стоит спортбак, 2 топливных насоса. Ну, 2 ковша вообще обычно в машине, ну, сейчас 1 ковш. Вот. То есть машина пока в обкатке, вот, ну, недостающие детали приехали. До завершения проекта осталось совсем
капля, она на полном ходу. Вот. Но, я так понимаю, реальные результаты будут только в следующем сезоне. В этом сезоне будет настройка, доработка всяких мелочей. О расчетных показателях Макс решил скромно умолчать. На мой вопрос про мощность он ответил, цитирую, «Пусть будет 700». А по поводу расчетного времени прохождения квотера, так он вообще сказал, что они не делают никаких прогнозов. Дескать, сначала машину нужно доделать, взвесить, настроить, обкатать. И только тогда можно будет поговорить о каких-то результатах. Что ж, тоже ответ. Ну а пока первых боевых выездов не случилось, можно ответить на всех интересующий вопрос о сложностях, связанных с установкой такого двигателя под капот BMW. Если не считать переноса радиатора и изготовления кастом-коллектора с очень крутыми гибами. Другой просто не поместился бы. Передняя часть, вся машины кастом. Ну так, она просто не видна, вот, но сделано таким образом, что все при помощи шуруповерта очень быстро разбирается. Установка подрамника, примерка, вот это занимало очень много времени. Ну, очень много раз. Сборка всей машины. Лонжеронов как бы родных не осталось. Все лонжероны кастом. Вот, передняя рамка, телевизор кастом. Ну, все сделано. Ну и на этой светлой ноте мы, пожалуй, прервем рассказ Макса и пожелаем ему удачи в завершении этого необычного во всех смыслах этого слова проекта. Но как быть с тем, что в предыдущем видео было заявлено 3 автомобиля? Как бы вам это сказать-то? С третьей машиной все сложно. Картинку мы вам, конечно, покажем. При этом о деталях нас пока попросили не распространяться. Скажем лишь то, что на выходе должно получиться что-то, ну уж точно не менее любопытное, чем звезда данного выпуска. Ну а там, если создатели этого захотят, то они уже сами раскроют все подробности. Ну что ж, наш короткий минский цикл подошел к концу. Надеемся, что вам было интересно. Как всегда, спасибо, что смотрели, товарищи, и до новых встреч!